coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Чувствую себя нормально, из-за этого можно спокойно поиграть. Я надеюсь, мы от тебя не слишком многого требуем. Заставляем с головой нырнуть в литературу, хотя ты к этому не привык. Да ладно, не надо его жалеть. Сайори сказала, ты вообще не хотел вступать ни в какие клубы в этом году. И в прошлом году тоже. Может, ты решил приходить сюда просто чтобы потусоваться? Но если ты не будешь воспринимать нас всерьез, ты об этом пожалеешь. Жесткая Нацуки. Гестап Нацуки. Ой, Нацуки, какая же ты строгая для человека, который держит в клубе свою коллекцию манги. Подожди, что? Да, все нормально. Нацуки никак не может решить. Она пытается воскликнуть Моника или манга. Манга — это литература. Огорченная Нацуки плюхается на свое место. Не надо так переживать. Олег всегда старается изо всех сил, если ему интересно. Он мне помогал с домашними делами, даже если я его не прошу. С головой, с готовкой, уборкой. Какой он надежный. Сайори, все только потому, что у тебя в комнате бардак. Меня это раздражает. А один раз ты вообще чуть дом не спалила. Да ладно, хи-хи-хи. Вы давно дружите, да? Я даже немножко ревную. С чего бы? Олег может стать и твоим другом тоже. Сайори. Сайори, как обычно, даже не замечает, в какое неловкое положение она меня поставила. О, кстати, сегодня Юрий кое-что принесла. Постой, Сайори. А что? Не совсем. Не стесняйся. Это сущая ерунда. Так что там такое? Опять ошибка в переводе, точнее в тексте. Хреновы разработчики. Неважно. Сайори так все раздуло, будто это не весть что. Но на самом деле нет. Ох, что же делать? Прости меня, Юрий, я не подумала. Кстати, кажется, пора спасать положение. Да не переживай ты так. Начнем с того, что я вообще ничего не ждал. Поэтому меня порадует любая, даже самая маленькая мелочь. Если ты для меня что-то сделала, я буду счастлив. Правда? Конечно. И я не стану придавать этому большое значение, если тебе так проще. Хорошо, тогда держи. Юрий лезет в сумку и достает книжку. Достает книжку. Мне хотелось, чтобы ты не ощущал себя посторонним в нашей компании. Поэтому я принесла книжку. Мне кажется, она придется тебе по душе. Она небольшая, ты не заскучаешь, даже если не привык читать. А потом мы могли бы, обсудить, если ты захочешь. Это так... Какая же она милая, нет слов. Даже книжку выбрала такую, чтобы мне понравилось. Хотя я не люблю читать. Юрий, спасибо, я обязательно прочитаю. Я с восторгом забираю у нее книгу. Фух, можешь читать, никуда не торопясь, как тебе будет удобно. Хотя мне не терпится узнать твое мнение. Теперь, когда все расселись по местам, я жду, что Моника устроит совместные занятия или что там у них запланировано. Но нет, ничего подобного. Сайори и Моника весело щебечут в уголке. Юри уткнулась в книжку. Судя по ее лицу, она не могла дождаться, когда наконец сможет это сделать. Нацуки тем временем роется в шкафу. Фух. Я слышу, как Нацуки раздраженно вздыхает, роясь в шкафу. Кажется, она чем-то недовольна. Я подойду ближе, вдруг ей нужна будет помощь. Я подхожу ближе.
Ой, черт возьми. Ты что-то ищешь? Моника, как обычно, никогда не кладет мою мангу на место. Какой смысл раскладывать книги в правильном порядке, если потом что-то приходит... Если потом кто-то приходит и все путает? Нацуки двигает на полке книжки и какие-то коробки. Манга? Ты же читаешь мангу, да? Иногда. С мангой все сложно. Никто не признается вслух, никто не признается вслух, никто не признается вслух, что ее читает, пока не выяснит, как к этому относится собеседник. Откуда ты об этом знаешь вообще? Да как-то в разговоре всплывало. Помнится. И вообще у тебя это на лице написано. Ты вообще о чем? Так. На одной из полок с краю стоит томик манги, затерявшийся среди толстых книг. Я вытаскиваю его, чтобы рассмотреть поближе. А, вот ты где! Нацуки вырывает мангу у меня из рук. Затем берет одну из коробок и всовывает пропущенный том в середину. Так-то лучше. Коробка, в которой один том пропущен, это так бесит. Мне знакомо это чувство. Я присматриваюсь к этой коробке. Что там такое? Идеальные девчонки? А где ванильные девочки? Эй, я как олд, можно так сказать, один из таких стареньких игроков, знаю, где ванильные девочки. Они не только испоганили фразу «только Моника», но еще и испоганили название манги. Вот нормально. Добавили еще потом кучу ошибок в текст. Ну что такое? Чувствую себя стариком. И никогда не слышал о такой манге. Это значит, она совсем не в моем стиле. Или это просто дешевый трэш. Со своими суждениями ты сейчас вон в ту дверь вылетишь. Она указывает на дверь кабинета. Да я никого не осуждаю. Я вообще ни слова не сказал. Я по твоему голосу все поняла. Но я тебе вот что скажу, Олег. Считай это уроком от литературного клуба. Не суди книгу по обложке. И кстати, Нацуки извлекает из коробки первый том «Идеальных девчонок». Сейчас я тебе объясню почему. Она сует книжку мне в руки. О, я таращусь на обложку. На обложке красуются 4 девчонки в ярких нарядах и преувеличенно женских позах. Запредельная няшность. Не стой столбом. Нацуки хватает меня за руку и тянет прочь от шкафа. Она садится у стены между двух окон и указывает мне на пол рядом с собой. Может, на стульях было бы удобнее? Я сажусь. На стульях не получится. Так мы не сможем читать вдвоем. А зачем? Так можно сесть ближе друг к другу? Не говори глупостей, а то как-то сразу неловко становится. Нацуки скрещивает руки на груди и слегка отодвигается от меня. Извини, я тоже не ожидал, что окажусь с ней так близко. Хотя мне совсем не кажется, что это плохо. Я открываю книгу. Через пару секунд Нацуки осторожно придвигается ближе, явно рассчитывая, что я ничего не замечу. Она заглядывает мне через плечо. Ей, очевидно, не терпится начать читать. Куда больше, чем мне. 100 лет не перечитывала с самого начала. Что? Ты что, не возвращаешься к старым томам и не листаешь их время от времени? В общем, нет. Разве что изредка, когда дочитываю серию до конца. Эй, а ну читай внимательно. Я читаю, но там пока что ничего не происходит, так что я могу читать и говорить одновременно.
Судя по всему, главные героини учатся в старшей школе. Обычная история из жизни. Я давно перерос такую мангу. Она обычно не настолько увлекательна, чтобы компенсировать отсутствие сюжета. Итак, чего мне ждать от этой истории? Тут сюжет будет вообще? Само собой, думаешь, мне бы понравилась история без сюжета? Думаю, я понимаю, о чем ты. В самом начале тут действительно все просто. Например, есть глава, где они обсуждают странного продавца мороженого. Но это нужно, чтобы узнать персонажей поближе. И это все равно интересно. А потом начнется настоящая драма. Когда мы познакомимся с их предысториями. А потом, когда они начнут влюбляться. Так что это хорошая манга. Там много трогательных моментов. Правда? Я вижу, ты хорошо в этом разбираешься. Наверное, я тебя недооценил. Хи-хи-хи-хи. Так, стой! Это что ты сейчас имел в виду? Нацуки толкает меня локтем в бок. Я имел в виду, что еще не видел всех твоих суперспособностей. Ладно, на первый раз прощаю. Ого, эта глава посвящена выпечке? Дай угадаю, в этой манге, наверное, много пекут. Много пекут? Ну, Нацуки молчит, как будто не хочет признаваться. Угу. А какая разница? Никакой, мне просто стало интересно. Ведь ты тоже любишь печь, да? Это просто совпадение. Я как раз увлеклась выпечкой, когда мне попалась эта манга. Можно подумать, я бы стала чем-то увлекаться только потому, что это есть в манге. Нельзя быть настолько впечатлительной. Это стыдно. Ха-ха. Это явно непростое совпадение. Теперь ясно, откуда у Нацуки такой интерес к выпечке. Впрочем, это далеко не худшее увлечение, какое можно подцепить из манги. Тем более, что печет она замечательно, и кто я такой, чтобы ее осуждать? Мы читаем еще некоторое время. Я успеваю проглотить несколько глав. Тебе точно не скучно? Нет. Даже если ты просто сидишь и смотришь, как я читаю? Ну, меня все устраивает. Как скажешь. Делиться с кем-то своими увлечениями — это так приятно. Я всегда радуюсь, когда получается убедить друзей почитать мангу, которая мне понравилась. Понимаешь, о чем я? Что? Ты так не делаешь? Не совсем. В общем, я не знаю. То есть как? Ты что, с подружками мангой не делишься? Прекрати, и так тошно. Блин. Извини. Мои подруги такое в жизни читать не станут. Они думают, манга это для детей. Я даже заговорить об этом не могу. Они сразу такие лица делают. Как, ты еще не переросла эту чушь? Так и хочется им врезать. Знаю таких людей, ага. Трудно найти друзей, которые не станут тебя осуждать. Еще труднее тех, кто разделит твои увлечения. Но я всегда был лузером, так что мы с другими лузерами как-то друг друга нашли. Для тебя это сложнее, конечно. Да это ты верно подметил. Постой, что именно? Ну, может быть, потому что... Может, то, что мы лузеры? Отчасти, как и я. Как ни странно, почему-то всегда такие вот персонажи отстраненные. Чаще всего ты очень сильно чувствуешь, не знаю... Я постоянно все вот таких чувствую себя именно очень сильно похожим вот на этого персонажа. Постоянно отстраненный от всех. Конечно, он сидит в своей маленькой комнатушке и только и делает, что читает, да и изредка из дома выходит. Я даже дома мангу держать не могу. Не знаю, что папа со мной сделает, если ее увидит. В клубе она может лежать спокойно. Хотя Моника, конечно, распсиховалась. Бу, все против меня. Но в итоге-то все вышло к лучшему, нет?
В смысле, я сижу тут и читаю твою мангу? И какую из моих проблем это решает? Никакую, наверное. Но, по крайней мере, сейчас тебе весело, нет? Так что? Ха-ха-ха-ха. Все, хватит. Ты будешь читать дальше или нет? Ладно, ладно. Я перелистываю страницу. Внезапно Нацуки начинает смеяться. Ха-ха-ха-ха. Я напрочь забыла, что тут это будет. Нацуки указывает пальцем на одну из картинок. Минори, моя любимая героиня. Ее всегда немножечко жалко, ведь ей вечно не везет. И все становится совсем паршиво, когда... я не буду пока ничего говорить. Сперва дочитай главу. Честно говоря, тут под это описание подходит и Нацуки, и одновременно Сайори. Но, кажется, Сайори больше всего, потому что ей больше всего не везет. Именно Сайори, кажется, Минори это Сайори. Нацуки вся искрится от радости, Нацуки вся искрится от радостного возбуждения. Куда только подевалось привычное бурчание. Но если она не привыкла делиться любимой мангой с друзьями, я понимаю, каково ей сейчас. Невозможно словами описать чувство, когда ты с кем-то делишься самым дорогим. И я рад, что предоставил Нацуки такую возможность. При этой мысли у меня теплеет внутри, и я улыбаюсь. Ну что, друзья, все принесли свои стихи? Ну блин, а менее подходящий момент ты выбрать никак не могла? Прошу прощения. Я просто хочу быть уверена, что мы все успеем. Хотя вы так уютно устроились. Ха-ха-ха. Нацуки внезапно замечает, как близко мы с ней сидим. Она торопливо отодвигается на полметра. Хорошо, думаю, на этом я пока остановлюсь. Я закрываю книгу и протягиваю ее Нацуки. Что, ты хочешь мне ее вернуть? Тебе разве не интересно, что будет дальше? Мне интересно, но... Моника же сказала... Балда, можешь домой ее взять. А ты точно не против? Вообще-то я не собираюсь читать эту мангу в свободное время. Нет, конечно. Если ты не заберешь ее домой, это будет слишком долго. А так ты можешь дочитать этот том до завтра, и тогда мы возьмемся за новый. Только не заминай обложку, убью. До завтра? Я еще и до середины не дочитал. Я же не успею посмотреть свои любимые сериалы. Но Нацуки так радуется, не могу ей отказать. Сериалами можно разок и пожертвовать. Или я просто боюсь того, что она со мной сделает, если я не дочитаю. Прошу прощения. Ой, что-то мне реально... Я простыл. Из-за этого извините, если вы прям слышите, как я говорю в нос. Просто мне не очень хорошо. Договорились. Я поднимаюсь с места. И я возвращаюсь туда, где бросил свои вещи, и аккуратно кладу книжку в рюкзак. Кстати, а стихи ты вчера написать не забыл? Ну да. Внутри у меня все сжимается. И как я мог согласиться на такое унижение? Я никогда ничего подобного раньше не делал. Ужасно сложно было придумать, о чем писать. Ну что, если все готовы, давайте каждый выберет того, с кем хочет поделиться своим творением. Жду не дождусь. Сайори и Моника радостно достают свои стихотворения. Сайори не заморачивалась, вырвала листок из блокнота, он весь мятый и ежеванный. Моника записала свои стихи в изящной книжице, специально для сочинений. Даже со своего места я могу разглядеть, какой у нее четкий и красивый почерк.
Нацуки и Юрий неохотно лезут в свои сумки. Я следую их примеру. Ну а вот они и дележка стихами. Честно говоря, я не очень хочу именно делиться, потому что там изменений будет совсем немного, а я не хочу долго растягивать все это. Из-за этого я это все пропущу, если вы не против. Я сделаю только с Нацуки. Я поделюсь только с Нацуки. Так, давайте в Сайори. Проще всего мне сперва показать свои стихи Сайори. В конце концов, мы с ней друзья. Я пропущу с ней диалог, извиняюсь, конечно. Не хочу я долго тратить время. Я не хочу долго тратить время, из-за этого сейчас мы со всеми его пропустим. Со всеми пропустим диалоги. И будем читать с Нацуки. Просто потому, что я не хочу, ну, понимаете, тратить время зазря. Потому что там практически ничего не изменится. Я не хочу просто зазря тратить время. Очень большое время. Ладно, начнем с того, что мне не зашло. Для начала. Нацуки перечитывает мои стихи. Ладно, я что-то не хочу высказывать свое мнение. А какой смысл тогда давать свои стихи друг другу? Заниматься писаниной, когда можно было потратить время на что-то другое. Помнишь мои слова о том, что мне хотелось бы прочесть твои стихи? Они-то и подтолкнули меня к написанию этих строчек. Я хочу, чтобы мы не стеснялись показывать свои стихи друг другу, как Моника говорила. Но мне было бы приятнее показывать тебе свои стихи, если бы ты написал ерунду. Ты должен был всучить мне какое-то барахло, чтобы я встала вся такая: ха-ха, неплохо, конечно, но сейчас я тебе покажу. Сейчас я тебе покажу, что такое великая литература. А ты взял и все испортил. Надеюсь, теперь ты доволен. Другими словами, тебе понравилось. Ответ Нацуки застревает у нее в горле. Ты такой... Ты ничего не понимаешь, да? Я тебе уже говорила, нечего тут ходить тут и дудеть о том, какой ты крутой. Вообще-то ты ничего такого не говорила. Я обычно сам себе это говорю. Нацуки, кажется, меня терпеть не может. Или я даже не знаю. Не могу понять ее. Ей все-таки понравились мои стихи или нет? Как бы то ни было, ты все равно должна мне показать то, что ты написала. Ну ладно. Но только потому, что Моника меня все равно заставит это сделать. Ну, мы тоже читали. Угу. Я же сказал, что тебе не понравится. Мне нравится. Что? Говори правду. Я и говорю. Почему ты была так уверена, что мне не понравится? Ну, потому что в старших классах все считают, что поэзия должна быть с наворотами и все такое. Никто не принимает всерьез то, что пишу я. Но ведь смысл стихов в том, чтобы через них выражать свою душу, нет? И твой стиль, каким бы он ни был, не умаляет то, что ты вкладываешь в свое творчество. Вот, точно. Мне нравится, когда стих читается легко и бьет как кувалдой. Тут оно именно так. Когда все вокруг делают что-то большое и важное, можно потерять веру в себя. И мне захотелось написать об этом. Да, я понимаю. Что мне еще нравится в простой стилистике, это упор на игру слов и всякие такие приемы. Например, задаешь в конце ожидания рифмы, а потом ее пропускаешь. И последняя строка от этого звучит еще сильнее. Так и есть. Теперь я понимаю, на эти стихи у тебя ушло куда больше сил, чем кажется. Это я и называю профессионализмом. Но если я... Ой, опять ошибка. Убью их. Этих разработчиков, конечно, хочется убить или съесть эти чертовы буквы. Но я рада, что смогла научить тебя чему-то новому. Что не ожидал такого от малявки, да? Ну, если честно, то нет.
Я решил слегка подыграть ей последней фразой. На самом деле мне плевать, кому сколько лет, но если для Нацуки это важно, я не собираюсь лишать ее повода для гордости. Фух, вроде все отчитались. Вроде все отчитались. Я окидываю взглядом клуб. Как-то это нервно и волнительно, я такого не ожидал. Ощущение такое, что меня сейчас все осудят за мою бесталанность. Даже если девчонки не станут смеяться, все равно мои стихи не сравнятся с тем, что сочинили они. Это же литературный клуб. Я вздыхаю. Вот угораздило вляпаться. На другом в конце комнаты о чем-то радостно болтают Моника и Сайори. Я кощусь на Юри и Нацуки. Они обмениваются стихами, недоверчиво поглядывая друг на друга. Пока они читают, я смотрю, как меняется выражение их лиц. Нацуки раздраженно хмурит брови. Юри грустно улыбается. А дальше тут... что это за стиль? Ты что-то сказала? Да нет, пустяки. Нацуки с небрежным видом кладет стихотворение на стол. Как-то чересчур наворочено. Спасибо. А у тебя все очень няшно. Няшно? Ты вообще ничего не поняла, да? Это же стих о том, что не стоит сдаваться. Что тут няшного? Я поняла. Я просто хотела сказать то, как это написано. Я пытаюсь сказать что-то приятное. Да? То есть тебе приходится напрягаться, чтобы сказать приятное о моих стихах? Большое спасибо, это совсем не кажется мне приятным. У меня есть пара советов. Если бы мне были нужны советы, я бы обратилась к тому, кто любит мои стихи. И, кстати, есть те, кому они понравились. Сайори, например. Ой. Боже мой. И Олег сказал то же самое. Так что, исходя из этого, я сама готова дать тебе пару советов. Для начала, прошу меня извинить. Спасибо за предложение, но я достаточно долго вырабатывала свой стиль. И я не думаю, что он изменится в скором времени. Разве что я найду новый источник вдохновения. Однако этого пока не произошло. И между прочим, Олег сказал, что ему мои стихи тоже понравились. Он даже сказал, что они его впечатлили. Нацуки вскакивает. Ого! Я и не подозревала, Юри, что ты так жаждешь произвести впечатление на нашего новичка. Ой. Давайте это пропустим, потому что опять же таки время. Пропустим это, потому что смотрите предыдущие серии. Серьезно. Мы это пропустим. Сейчас мы это все пропустим нафиг. До выборов. Вот. И останемся здесь. Остановимся здесь. В следующей серии продолжим идти по пути Нацуки. Прочитаем переговоры с ней. Точнее, разговор почитаем с Нацуки, а потом и Юри добьем. Я буду надеяться, мы сможем за одну игру добить все сцены. С Нацуки получить одну и с Юри. Ну что ж. Загляните в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки Доки. Заглядывайте в него, если вам нравится Доки Доки. Буду очень рад. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите комментарии. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.